Здравствуйте, дорогие наши подписчики, те, кто зашел на наш канал тоже совершенно случайно и который хочет посмотреть э, канал «Просто о сложном». «Просто о сложном» — это то, как просто можно объяснить, как пользоваться какими-то современными гаджетами, технологиями или чем-то еще и не усложнять себе жизнь. Один из девизов моих и супруги даже тоже: мы не покупаем гаджет ради гаджета, мы покупаем его для того, чтобы он помогал и чтобы он мог каким-то образом поднять производительность, но не поднять производительность за счет того, что я буду долго сидеть над каким-то девайсом и думать, как с ним работать. Он поднимет мою производительность в том, что я буду совершать меньше движений и буду получать точно такой же результат. Как вы помните, в прошлом моем подкасте мы с супругой рассказали про совершенно замечательный ноутбук Asus ZenBook Duo, который имеет два дисплея. Но, как я вам в начале того подкаста и сказал, второй дисплей нельзя как бы надеяться на него, как на второй дисплей полноценный для ноутбука. Да, он очень прекрасной резолюции, сам дисплей на Asus тоже у нас просто замечательный, отличная яркость, цвета, это RGB экран, это просто очень классно и замечательно. Но какое-то время я задумывался, не Оксана даже, я скажу честно, а я задумывался, как и каким образом я могу иметь два экрана на наших ну, компьютерах. Больше, если честно, я задумывался даже о том, а если я буду иметь три экрана на своем большом каком-то ноутбуке и буду брать с собой в рейс, и как это будет все выглядеть. Постепенно перебирая, вместе уже с супругой, мы никогда не покупаем ничего по отдельности, я думал, а что же выбрать, потому что были там всякие предложения на китайских там маркетах, и я читал массу статей и пришел к выводу, что зачем брать этих два дисплея, таких плохих, с какой-то плохой резолюцией, и потом портить себе глаза и быть разочарованным. Конечно, там можно было бы купить очень дешевые дисплеи на том же AliExpress или на других китайских площадках, но я думаю, что потом бы я пожалел бы об этом. Тут мне попалась на вид компания, которая называется Manduo. Эта компания занимается только выпуском вот как раз дисплеев. Как я и говорил ранее, меня очень устраивает компании, которые занимаются каким-то узкопрофильным решением. Будь то звук, как Focal, к примеру, и в этом случае будь то дисплеи и только дисплеи, вот такие решения, как от компании Manduo. Что мне привлекло? Несмотря на достаточно высокую цену за эти дисплеи, это два дисплея, они дают 4К разрешение, это тоже RGB, два дисплея, которым не нужно внешнее питание и которые, по заверению самого Мандо, достаточно легкие. И мы рискнули с супругой. Мы заказали эти дисплеи. Маленькая такая ложка дегтя сразу же была, когда эти дисплеи пришли в Латвию. Но это скорее, наверное, не ложка дегтя, а то, на что мы должны были, в принципе, рассчитывать. И дисплеи сразу нам не отдали. Из-за их цены, из-за того, что это за дисплеи, они ушли на таможенный склад. Мы должны были заплатить пошлину. То есть цена за них еще выросла немножко. Правда, после оплаты тут же на следующий день эти дисплеи были доставлены нам домой. И наступил момент истины, или, как бы я сказал, момент магии.
Вот таким образом, я уже не буду показывать распаковку, выглядят эти дисплеи. Это вот такой толщины он. Вот так со всех сторон. Вот таким образом он раскрывается и дает, то есть я должен немножко сдвинуть и открыть его. Под ним лежит еще один дисплей. Я его тоже открываю. Потом вот эту рамку я одеваю на сам ноутбук, что я вам позже покажу. Потом также я вам расскажу, зачем мной и супругой придуманы вот эти вот марки. То есть зеленая марка, красная марка, а здесь просто белая марка. Для чего они сделаны, мы позже расскажем. Это тоже наше, так сказать, нововведение. Сейчас я их закрою. В чем? Уже сразу же я вам покажу. Не то, что минус, но какая-то недоработка. То есть ты всегда можешь сначала закрыть один, и второй у тебя не закроется. Тебе надо всегда привыкнуть, что вот этот дисплей закрывается первым, он уходит вниз, у него так петли устроены. Потом придвинул немножко. Здесь две резиновых таких как бы подушечки, которые помогают при креплении на дисплее, но также помогают для того, чтобы этот дисплей хорошо лег вниз. И закрываю. Вот таким образом. Теперь он уже у меня не откроется. Ну, так как мы любители разного чудного, мы уже заклеили сам логотип, приклеили вот такого милого товарища сзади этого дисплея. Там было написано Mondova, просто выдавлено, ничего. Что находится внизу? Внизу находится вот такая ножка, которая по заверению производителей должна удерживать этот дисплей, чтобы он не уходил назад и чтобы он не делал дополнительную очень большую нагрузку для основного дисплея ноутбука. Я вам сразу покажу более сблизи. Вот она открывается достаточно туго. И снова у меня претензия к Mondova, сразу же, чтобы я не забыл. Почему нельзя было сделать вот эту подставочку еще с выдвигающейся регулируемой поверхностью? Ведь ноутбуки разные по высоте в толстой части. Придумано так, чтобы вы открыли, и этот дисплей типа не клонился назад. Но дисплей, если висит наверху, я вам потом позже покажу уже на самом ноутбуке, вот эта вот подставка становится на многих ноутбуках совершенно бесполезна. Вот она закрывается туго. На многих китайских ноутбуках сделано так, что подставка прямо сверху, она как бы открывается и упирается потом в стол. В чем теперь было еще разочарование у меня по поводу этого ноутбука, по поводу, простите, этих двух дисплеев. Я один раз его взял действительно в рейс. И только потом я понял, что использовать этих два дисплея на ноутбуке в месте, где есть какая-то вибрация, так как моя специфика, я моряк, и судно постоянно, даже если не качает, вибрирует, с этими двумя дисплеями это очень опасно для моего ноутбука. Почему? Когда вы закрепляете их на самом дисплее, у вас есть два шарнира, которые рассчитаны на ноутбуке только на один экран. Вы вешаете конструкцию, которая, конечно, весит килограмм 200 грамм, ой, меньше даже, наверное, 900 грамм скорее, да, но все равно это вес. И так как этот вес есть, он воздействует на шарниры, на петли, и со временем, если это сильная качка или сильное потрескивание, может быстро поломаться ваши шарниры. Если это медленное, то со временем ваши шарниры разболтаются. То есть вот этот вот гаджет, этих два дисплея, вы можете применять только тогда, когда вы находитесь в спокойном состоянии. Что по портам? Здесь находится один мини HDMI,
порт, для него дан специальный кабель. Есть два здесь Type-C, здесь еще один мини HDMI и еще два USB Type-C. По портам здесь полный порядок и достаточно неплохо придумано, что HDMI есть и с одной стороны, и с другой стороны. Это говорит о том, что они не делали его под какой-то либо лаптоп, потому что тянуть кабель справа налево или наоборот было бы неудобно. А так вы можете разместить вот таким образом. Также я хочу сказать про него еще один минус сразу, что забудьте, если вы хотите настроить этих два дисплея для игр, и чтобы они работали как один дисплей, для того, чтобы иметь такую обзорную картинку. Я об этом тоже думал. Не настраивается. Пробовал на ноутбуке Duo, не хочет. Пробовал на ноутбуке Alienware, про который я тоже вам рассказывал до этого, тоже не хочет этого делать. Не пробовал на ноутбуке Titan. Я думаю, тоже он там не сработает. Почему не пробовал? Потому что тут уже ноутбук на 18 дюймов. Он же может ставиться максимально на лэптоп с диагональю в 17 дюймов. И то это так в предел. Он ставится, это самое последнее, что он раскрывается. Немножко больше он не раскрывается. Значит, на 18-дюймовый я не могу его поставить. И поэтому мне пришлось покупать для него другой дополнительный дисплей. Но так как в некоторых ноутбуках или во многих ноутбуках ситуация такая, что вы подключаете два дисплея по HDMI порту и по специальному, похожему на Type-C тоже порту, получается так, что они работают как бы от двух видеокарт. То есть основной видеокарты и встроенной видеокарты. А если это работает не вместе на видеокарте, допустим, что я люблю, NVIDIA, этих три дисплея, когда при установке получается 3, а при нашем случае даже 4 дисплея, они не становятся одним дисплеем. Единственное, что вы можете сделать при этом, это, допустим, установить общую картинку или общий какой-то фон на самих компьютерах. А сделать их вместе и сделать как бы один общий дисплей и играть, что я раньше рассчитывал, и они, кстати, это показывают, но я перепробовал на нескольких ноутбуках, я достаточно хорош в настройках, я знал, куда идти, то есть это так и называется функция видеокартов Surround. У меня это не получилось. Я перекопал все форумы, я перекопал многое. Надо пользоваться какими-то костылями, надо пользоваться какими-то программами. В этом отношении он не работает. Поэтому я пришел к мнению, немножко был расстроен, но так как этот также нельзя установить на 18-дюймовый мой новый лэптоп, сначала было решение, может быть, мы продадим, или, может быть, мы его можем использовать. Я предложил своей супруге, слушай, а если твои ссылки и твою работу ты будешь выполнять не на двух дисплеях, притом один будет, а ты будешь выполнять на 4 дисплеях. Вот этого вы, ребят, никогда не видели, я вам покажу. То есть один большой дисплей, один дисплей снизу, куда выводится тот же самый WhatsApp, к примеру, и еще 2 дисплея по бокам. Перетаскивается информация, как на обычных подключенных дисплеях, просто отлично. По поводу картинки и по поводу изображения, оно безупречное. Это настоящие RGB экраны, они ко всему прочему, я вам скажу, откалиброваны. То есть, если фотограф, к примеру, или кто делает видео, или занимается каким-то дизайном, хочет этим пользоваться, я тоже рекомендую. Но вот я вам сейчас сам покажу, как я его буду устанавливать без ускоренной записи. Это немножко лукавство, что это установить очень легко. Ты прямо пришел в кафе,
нацепил его, подключил и начинаешь пользоваться. Нет, ребята, так быстро это не делается. То есть ты должен научиться это делать быстро и должен устанавливаться. Получается достаточно громоздкая конструкция. Снова этот эффект вау. Но, допустим, мое мнение, что именно использование этих дисплеев подразумевает не передвижение с лаптопом черт знает куда. Ты можешь переместиться с одной квартиры, допустим, на другую свою квартиру, с одного дома на другой дом. Но желательно, чтобы не каждый день их монтировать. Это занимает некоторое время, некоторые неудобства. И когда я его сейчас буду подключать, вы сами увидите, зачем у нас метки, в чем состоит неудобство и в чем есть минусы. Ну и, конечно, про плюсы я уже сказал. Это картинка и 3 полноценных дисплея. Очень хорошего качества дисплея. Плюс еще большой к этой компании, что она дает специальную программу именно для этих дисплеев. Mandua тоже дает, где вы не будете регулировать яркость, если вам это не надо на каждом дисплее отдельно. Вы будете регулировать их, как бы сцепите, и они будут регулироваться одним ползунком все дисплеи вместе. То есть тут продумано. А вот по поводу сараунда что-то не сделано, что-то не продумано. Не знаю, почему покаместь. Я уверен, что это проблемы с программным обеспечением, потому что по конструкции и к самим дисплеям нет никакой, ну, я думаю, что нет никакого у меня претензии. Также, так как мы думали, что я буду переезжать с этими дисплеями, и у меня есть такой минус или плюс фича, что я не люблю, когда что-то поцарапано, что-то грязное, побитое в моих гаджетах. Мы заказали у наших чудесных швей вот такой чехол. Это говорит о том, что чехол к нему тоже не давался. Если хотите чехол, заказывайте отдельно, покупайте. Но, ребят, дисплеи не такие дешевые. Почему бы не положить хотя бы вот такой простой тканевый чехол, который вам бы обошелся не так дорого и был бы предназначен как раз для того, чтобы перевозить безопасно этот девайс с места на место. Также посмотрите на его толщину. К чему это я? К тому, что он толще даже, чем лаптоп, на котором он используется при перевозе. То есть сумка тоже должна быть рассчитана, что вы ставите вот такой девайс, вы ставите еще лаптоп, ну и получается такой вот кирпичик или даже панель. Это вы тоже должны знать. Вывод поэтому такой, что постоянно его перевозить крайне неудобно. А сейчас мы перейдем к другому столу, и я лично покажу, как его монтировать, как его закреплять на самом лаптопе без ускоренной перемотки. И еще учтите, что я это уже делал, потому что этим дисплеем уже год, даже больше. И я могу на них делать не только обзор, я могу сказать вам точно, что у меня есть какой-то опыт уже установки этих дисплеев на любой ноутбук. Если же вы его купили только или вы подарили снова, говорю, своей девушке или жене и ничего ей не объяснили, но чревато последствиями. Если она очень хиперактивная, она установит, поломает основной дисплей на лаптопе, если не будет правильно. Самый такой минимальный ущерб, она его просто положит, потому что она его не сможет или запутается, как его подключать. Сейчас я вам об этом все тоже расскажу. Да. Вот я подошел к другому столу, где расположен лаптоп, который участвовал в прошлых наших обзорах. Именно на его примере я покажу, как эти замечательные дисплеи мы будем сюда вот устанавливать. Вот они, дисплеи, это все те же дисплеи. И вот смотрите, сразу же первая интересная вещь.
Если у вас нет гигантского стола, у вас нет возможности их корректно даже открыть. Если же вы хотите, ну не хотите, конечно, их поломать, вы должны их открыть сначала. Вот я открыл один. И вот я открыл второй. То есть это такой как бы немножко цирк. Теперь я их раздвигаю и одеваю аккуратненько на свой основной дисплей. Одеваю аккуратненько так, обратите внимание, чтобы вот эти вот резиночки зацепились за саму рамку дисплея. Смотрите без подключения, что происходит. Сразу я вам покажу. Смотрите, какой он сейчас стал интересный. Как будто имеет какие-то крылышки, будем так говорить. Сзади я не подключал еще кабеля. И посмотрите, как будет эта стойка выглядеть, про которую я вам рассказывал ранее. Вот эта стойка, которую они сказали будет касаться стола. И она, вот смотрите, как она держит. Она вообще не держит их. Ладно, я сейчас попробую другое. Я поставлю под таким углом. Но она скользит, потому что, я снова повторюсь, не продумано, нету регулируемой площадки и нету резиновой проставки для того, чтобы эти дисплеи находились в более-менее устойчивом состоянии. Также я имею претензии, что и на этих дисплеях они тоже могли бы какие-то сделать подставки, чтобы не было вот этого вот движения. Это движение очень нехорошо влияет на сам лаптоп. По этой самой причине петли самого лаптопа могут прийти, если вы будете где-то в движении или где-то еще в негодность. То есть надо обращаться с этим аккуратно. Поэтому, когда вы видите рекламу на этот же дисплей, что он очень быстро и очень хорошо устанавливается, и он очень хорошо сидит на экране, ну, это небольшое лукавство. Теперь давайте я покажу вам, как я его подключаю. Теперь я вам покажу, как я буду подключать. В комплект к этому дисплею, что очень, конечно, хорошо, шло несколько кабелей, вот 3 кабелями, которыми я пользуюсь. Вот это вот очень хорошо продумано, что есть USB Type-C, USB Type-C, но другой он загнут на 90 градусов. То есть я его могу подключать спокойно, и он не будет уходить слишком далеко вниз и не будет ломаться. Это, конечно, очень классно. Точно так же устроена и мини HDMI, к HDMI, который находится у самого компьютера. Это тоже очень прекрасно. Следующее — это еще один Type-C, Type-C, более длинный. И это тоже выглядит очень-очень классно. И ты тоже можешь нормально... Ну, я вот скрутил в такую скрутку его. У меня есть вот такая лента. И он вот так вот расположен очень аккуратно. Теперь, когда я вам показывал кабеля, я вам покажу, и вы, наверное, сразу же догадаетесь, зачем нужны вот те вот интересные маркировка. То есть маркировка красная, маркировка черная, или там темно-зеленая и просто белая. Ну, мы купили, если честно, не смывающиеся просто маркера и сделали это. Почему? Потому что даже я, гик, если использовал бы каждый день, то я бы, конечно, бы сразу бы понял и быстро бы там подключал бы. Но, смотрите, очень неудобно состоит в том, что я не вижу сейчас вот этой площадки, и где расположены вот эти вот включания. А при раскрытии этих дисплеев заранее их подключать к кабелям не всегда удобно и не всегда безопасно. Поэтому, посадив этот дисплей на эти 2 дисплея на мой основной дисплей, я практически вслепую подключал раньше к этому дисплею и к этому дисплею. Там же несколько входов. Вопрос к этой компании. Неужели нельзя было делать такую маркировку? Для того, чтобы четко входило и показывало, каким образом надо подключать. Ко всему прочему,
Конечно, в самом начале я разобрался уже, как надо подключать. То есть, если я подключаю один вот этот вот HDMI кабель, то, как вы знаете, для HDMI кабеля мне нужно также что? Мне нужно также получать питание от самого компьютера. То есть это вот одна сторона. Второй порт я подключаю более лучше. Это к дисплей-порту. И для него питание не нужно. Дисплей должен, во всяком случае, загореться сразу. Порты у лаптопов расположены по-разному у всех. У этого получается вот что. Сейчас я покажу. То есть, когда вы подключаете вот этот вот, он у вас будет как бы смотреть вперед. И смотрите, я знаю, что у меня белый здесь. Белым мы отметили здесь. Это наша такая вот штука. Я могу даже так подключить. И у него хватит. Я четко знаю, что они должны соединиться, два белых. Мне не надо сейчас пальцами нащупывать. Мне не надо там царапать и, может быть, даже ломать этот порт. Я беру его и подключаю к моему порту сюда. Сразу же загорается надпись на этом дисплее. И он обнаруживает сразу же второй дисплей. Как видите, картинка прекрасная. Теперь следующий этап. Мне надо подключить HDMI к HDMI самого компьютера. Вот. И я уже сразу вижу пометки зеленый. И вот здесь, ну, темный какой-то зеленый или черный, по-разному. Как его подключать? То есть я снова подвожу сюда этот кабель, именно в эту метку. Щелк и подключил. А когда ее не было, вот так вот искал, царапал там, мог повредить этот кабель. Почему вот такой метки не сделано с самого начала? Мне непонятно. Вроде такая компания, так много интересного, но вот это вот для самих пользователей не придумано. Теперь у меня кабель для питания. Тоже я использую. Он отмечен красным. И вот смотрите, ничего не перепутаешь. Белый идет к белому, черный черный, красный красному. Уже само подключение потом, оно тоже будет достаточно простым. То есть я снова его беру, знаю, где этот вход, оп, и подключил. Теперь мне надо дать питание. Я знаю, что у меня HDMI есть здесь. Я его раз и подключил. Он сейчас покажет саму надпись Mondo, но ничего нету, потому что нету сигнала. А сигнал поступает с HDMI. Сейчас я его подключу. Теперь смотрите, я его буду подключать к HDMI кабелям сюда. Сразу же отметили то, что появился какой-то сигнал. И теперь я показываю вам, в чем тут полное неудобство вот этой площадки. Если вы помните, она опускалась вниз, но сейчас она даже этого сделать не может. То есть вот насколько неудобно. Мне надо загибать этот кабель, пытаться эту площадку вот так вот сделать, прятать, а это излом кабеля, и регулировать. Вот. И она все равно не удержит. Она нормально будет держать. Лаптоп будет нормально держать. Но это бесполезный гаджет. Если вы посмотрите, там есть расстояние. Что он тут удерживает, я не знаю. Почему нельзя было сделать вот такую вот площадку с резиновым низом, еще с какой-то внизу площадкой, для того, чтобы это действительно нормально стояло. А лучше вообще на всю вот эту длину сделать такую площадку. Ну, это мой бесплатный совет компании Mondo. Теперь я покажу спереди, как все регулируется под этот дисплей, как с ним работать. Если вы посмотрите,
Картинка просто изумительная. Я сейчас не буду вам показывать, это вы знаете сами, как делать. Можно сделать так, чтобы полностью было бы wallpaper одно на все 3 экрана. Но что самое классное именно для этого ноутбука, что это практически бесшовное, то есть с тем же самым разрешением все отсюда сюда происходит. Мы запустим сейчас программу Mandu, и я покажу вам, для чего вообще она есть и насколько это тоже удобно. Вот я запущу программу, она сразу же ушла в трей. Сейчас мы ее найдем. Вот она, квадратиком обозначена программка. Мы ее показываем. И вот здесь вот есть значок All Monitor вместе. То есть сейчас, если я буду регулировать, как вы видите, все мониторы вместе гаснут. Или все мониторы вместе регулируются. Дебаг, я не знаю, я не пользовался, потому что все работает очень исключительно хорошо. В сеттингах что у нас есть? В сеттингах, как всегда, language. Мы также можем выставить в миллисекундах на всех мониторах. Можно регулировать язык. Тут только английский и системный язык. Brightness можно регулировать на всех дисплеях вместе. Видите? Brightness можно, All Monitor тоже. Brightness Change Legacy тоже. Можно там тоже регулировать, делать. И всякое другое. Можно импорт делать сеттингов, можно экспорт сеттингов и так далее. Также существуют хоткей, которые вы тоже можете ими пользоваться. Brightness Change Setup тоже можно. И показывает мониторы по отдельности. Left, Right, монитор Manduo и дисплей, который находится здесь. Это, конечно, программа очень удобна. Теперь я вам покажу, как это будет выглядеть в самом параметрах экрана. В параметрах экрана все выглядит вот таким образом. Сейчас у вас находится 4 экрана. Они отрегулированы так, чтобы старт был только на одном экране, а не отображался и не дублировался. Он просто показан расширить рабочий стол на этот экран. То есть вы можете перетягивать все свои очень просто. У вас возникает вот такая вот штука, что тоже есть в Duo. Нажимаю на 4, и он сюда переместился. Теперь я хочу переместить куда-то. Он показывает, куда переместить. Сразу перемещается сюда. Точно так же, если я хочу переместить все это, к примеру, на второй дисплей, вниз. Могу сделать просто на весь экран здесь. Это тоже будет очень просто. Вот. Он будет стоять здесь. Яркость я регулирую вместе. Сейчас у меня HDR отключен, но HDR работает на всех этих дисплеях. Вот таким образом он подключен. Вот таким образом он работает. Сейчас я бы хотел сделать свое заключение по этому дисплею, по этому гаджету. Хотел бы сделать заключительный вывод по вот этому суперинтересному гаджету. Его даже так маленьким гаджетом и не назовешь. Это достаточно большой гаджет. Заключение будет следующее. Да, я повторюсь снова. Само исполнение самих дисплеев, самих панелей достаточно хорошее. И само исполнение именно как отображается все на этих дисплеях просто бесподобное. То есть это действительно правдивое, хорошее разрешение, что они указывают на веб-сайте Manduo. Тут сделано все классно. Сами шарниры в этом девайсе тоже очень хорошие, достаточно тугие. Пружина, которая действует для того, чтобы одеть или наоборот снять эти дисплеи, работает безупречно и очень хорошо. То есть
само исполнение, как бы отдельное исполнение этих дисплеев, оно прекрасное. Судя по заверениям, я не испытывал. Этот дисплей также можно использовать не только под Windows. Также этот дисплей определяется нормально, если у вас лаптоп компании Apple. Также это будет определяться как два дополнительных лаптопа. То есть, если взять отдельно и абсорбированно, просто эти два дисплея, это очень-очень хорошее решение и очень хорошо сделано. То есть в этом нет никаких минусов. То, что у них была задумка по поводу саппорта, который находится за дисплеем, это вот эта вот площадка, вот это будет касаться минуса, который относится именно к конструкции этих дисплеев. Дисплеи находятся, но они, вот, я снова показываю, достаточно шаткие. Нету ничего, чтобы они бы не шатались и каким-то образом их сзади с резиновой проставкой закрепить на самом столе с регулируемой проставкой, потому что лаптопы бывают разные. Это, конечно, по моему мнению, минус. Но это минус не только у этого производителя, у всех, кто делает такие дисплеи, я заметил. Максимум, что есть, это крепление на сам основной дисплей лаптопа. А каким образом будут эти два крылышка, так сказать, шататься, никого не интересует. Они не жестко расположены, их же можно закрывать и открывать под любым углом. То есть для этого могли бы сделать такие площадки здесь на одном дисплее, на другом, чтобы они регулировались с резиновой такой проставкой внизу, чтобы дисплей не уходил назад и не шатался, как и, впрочем, основной. Это бы не только сделало ли конструкцию более прочной, более такой, которой больше есть доверие, а также они сделали бы то, что сохранили бы на всех лаптопах долговечных вот этих петель. Но если вы используете этот лаптоп, то есть это с лаптопом вот этих два дисплея на постоянной основе, то есть дома, у вас нету большого монитора, и вы задумались, а что бы мне купить? Большой монитор к лаптопу или вот таких два мониторчика? В зависимости от того, какое пространство имеете. Я имею в кабинете достаточно нормальное пространство, поэтому у меня там вторым дисплеем служит большой очень дисплей от MSI, и мне очень удобно за ним работать. Если же пространство у вас не очень большое, но вам все равно необходимы такие дисплеи, то это неплохое решение. Но, повторюсь, как выдается в рекламе с этими дисплеями: снял, поехал, поставил, поработал часик, снова снял, снова переместился. Нет, я однозначно не советую это делать, потому что это чревато тем, что вы можете поломать петли или можете поломать основной дисплей, и значит и ноутбук, и это будет очень печально. Как постоянные дисплеи или как не очень много перемещаемые дисплеи, это хорошо. Не очень много перемещаемые, как повторюсь, это значит, вы поставили их, допустим, в своем доме на даче и работаете там месяц. Через месяц вы хотите переместиться назад домой, у вас есть квартира в городе, сложили дисплеи, переместились, установили и снова работаете. Но не каждый день скачете. Вас это утомит. Поверьте мне, вас это утомит. Если взять два экрана на Asus, то они там уже подключены, они прямо входят в корпус. Если взять эти дисплеи, установка и так далее, она, как вы видели, не очень быстрая и не очень, порой даже безопасная. Еще минус. Сами кабеля. Не люблю я, когда такое количество кабелей находится у лаптопа. Почему можно было сделать на 90% градусов, завернутые кабеля, которые подключаются к самому одному или второму дисплею,
Почему вторые кабеля, которые подсоединяются к ноутбуку, сделать таковыми не захотели? Сделали их прямыми. И кабеля, если вот сейчас вот посмотреть, они прямо вот расположены по обе части. Притом один расположен так, что мне сейчас приходится работать мышкой и думать, чтобы не задеть его. Ну, это тоже я считаю минус. Следующее. Подключение, как я вам говорил. Порты находятся снизу. При установке дисплея ты потом подключаешь их кабелями. И действуешь вслепую или на ощупь для того, чтобы их подключить. Почему уже изначально нельзя было сделать какие-то маркеры для удобного подключения? Я не знаю, это, конечно, большой просчет. Мы его быстро, конечно, решили. Мы поняли, как это делать достаточно удобно и нормально. Может, это сейчас выглядит не очень эстетично, хотя оно не мешает. А если бы это было бы сделано самой компанией и продумано так, чтобы это было бы сделано, углублены вот такие маркеры как бы в середине. С одной стороны белый и белый сам провод, с другой стороны двух других цветов и другие провода. Выглядело бы намного выгоднее, выглядело бы намного позитивнее и выглядело бы так, что человек, любой уже действительно, взяв этот девайс или эти два монитора в руки, подсоединив его к лэптопу, увидели бы, ага, красный красному, зеленый зеленый, белый к белому. И это не шутка. Если покупает такой лэптоп гик, и он его под себя настраивает, это одна история. И то для меня было неудобно подключать их на ощупь. Если же это покупает гик своей супруги, к примеру, это уже проблема, если я уеду, как супруга потом бы там начала подключать. Вот мы пришли к такому решению и сделали такие метки. Сейчас это удобно. Вывод следующий по финансам. Гаджет очень дорогой. Учтите, когда он будет приходить в Европу, с Англии, или с Америки даже, кажется. С Америки, да, с Америки. Когда он будет приходить, будьте готовы к тому, что в ваших странах его почтой вам не доставят, а сразу же остановят, и вы должны будете еще и заплатить за въезд этого гаджета к вам. То есть вы должны будете заплатить ПВН. Об этом тоже никто не говорит. К этому вы тоже должны быть готовы. То есть вот эти вот минусы, которые вы знаете, дадут вам полноценную картину об этом девайсе и решение. Нужно вам это? Или эти минусы настолько небольшие, что они ни в коем случае не перевешивают плюсы и удобства этого гаджета. А то, что за ним потом работать очень удобно, имея 3 такие дисплея, это несомненно. И последний минус, я его снова повторю, Surround дисплей, который они рекламируют, я не смог настроить, по крайней мере, на 4 лаптопах, притом топовых, с хорошими видеокартами. А я именно на это и рассчитывал. Вот это для меня гигантский минус. То есть сейчас их можно использовать только для работы, к примеру, для того, чтобы расположить разные на разных дисплеях. А если я захочу играть, у меня игра будет на центральном дисплее, а 2 этих дисплея будет не использовано. Потому что, например, играя в какую-то игру, я не могу перейти на другой дисплей и что-то на нем еще сделать. Если это для игроков, пожалуйста, Мандо, если вы посмотрите этот ролик, продумайте, как действительно можно сделать Surround на любом лаптопе. На этом я хочу закончить обзор этого интереснейшего гаджета. И до следующих встреч. Спасибо за внимание. Ставьте, я забыл сказать, кстати, ставьте лайк или дизлайк за этот видео. Подписывайтесь на канал. Так я буду видеть, что он вам интересен. До новых встреч.